Глава 10. Ночная палуба. Бар на верхней палубе оказался почти пустым. Несколько столиков у панорамных окон, мягкий свет, неоновая полоска под стойкой и музыка, которую не нужно слушать, она просто существует, как дыхание. У дальнего окна мужчина лениво водил пальцем по ободку бокала, не глядя ни на кого. Пара за соседним столом сидела рядом, но молча, каждый в своем. Анна заметила это сразу. Здесь никто ничего не ждет. Ни продолжения, ни кульминации, ни правильного исхода. Люди сидели так, будто им разрешили не торопиться, не делать выводы и не быть примером. Они пришли втроем, она, Томас и Макс. Лена подошла позже с бокалом белого, уже наполовину пустым, словно разговор начался без них и просто подождал. «Мы редко сюда заходим», — заметил Макс, усаживаясь. «Обычно все сразу по каютам, как будто корабль — это только способ добраться, а не место». Томас кивнул слишком быстро. «Логично», — отрывисто бросил он. «Завтра длинный день». Анна уловила это «логично». Она прозвучала не как аргумент, а как защита. Как будто сам факт вечера уже требовал оправданий. Что они здесь не ради чего-то, а просто так. Макс на секунду перевел на него взгляд, коротко, прицельно, как будто отметил себе этот щит и отложил. Они заказали напитки. Немного, без намерения напиваться, без жеста «давай оторвемся». Просто чтобы в руках было что-то теплое и медленное. Анна взяла сухое белое, Томас пиво, Макс что-то янтарное в низком стакане. Разговор тек неровно. Про маршрут, про море, про то, как странно чувствовать себя пассажиром, когда всю жизнь привык все контролировать. Томас говорил меньше обычного. Он слушал. Внимательно. Почти слишком, как будто пытался заранее вычислить, куда может повернуть разговор. Макс, наоборот, казался ленивым и расслабленным, но время от времени бросал фразу не в воздух, а точно в ту точку, где сидел Томас. Лена смотрела на Анну открыто, без изучения. Так смотрят люди, которые не ждут от тебя роли, жены, правильной женщины, ответственного взрослого, просто человека за столом. «Вы давно вместе?» — поинтересовалась она вдруг, просто, без нажима. Внутри у Анны автоматически поднялась цифра, готовая выйти наружу, как паспорт. Количество лет, которое обычно произносит вместо ответа. «Долго», — выдохнула она вместо этого. И впервые не ощутила, что это слово — приговор. «Долго» прозвучало не как диагноз усталости, а как факт биографии. Макс улыбнулся краем рта, чуть сдвинув взгляд с Анны на Томаса, словно проверяя, как это слово ложится на обоих. Это неплохо, просто «долго» — это уже отдельное состояние. Анна поймала себя на том, что слушает его слишком внимательно для обычной светской беседы. Реплика прозвучала просто, почти лениво, но попала глубже, чем следовало бы случайной фразе. Томас едва заметно напрягся, плечи стали чуть жестче, рука на подставке под стаканом замерла. «В каком смысле?» — потребовал уточнения он. Макс чуть двинул плечом, будто предпочитал не придавать своим словам лишнего веса, но смотрел при этом именно на Томаса. «В том, что ты знаешь человека слишком хорошо, чтобы делать вид, будто не понимаешь, и слишком давно, чтобы все время быть смелым». Он выразил это как будто между прочим, не поднимая веса фразы, и от этого она только сильнее легла в паузу. Томас чуть приподнял бровь, почти невидимо. Так он обычно реагировал на сложное место в чертеже, которое еще не решил, считать ли браком. Анна тайком кивнула, так, чтобы можно было потом сказать, что это просто движение головы. Томас сделал глоток. Лицо оставалось спокойным, но Анна знала это микродвижение, когда мысль цепляется за ребро и не дает расслабиться. Он чуть дольше, чем нужно, удержал стакан в воздухе, прежде чем снова поставить его на стол, аккуратно выравнивая по следу от предыдущего положения. «Мы не сторонники», — начал он и остановился, подбирая слова, — «резких шагов ради самих шагов.
сформулировал аккуратно как инженер условия задачи, без лишних прилагательных, максимально корректным. Пальцами он в это время медленно поворачивал подставку под стаканом, выравнивая ее относительно края стола. Макс проследил за этим движением глазами, коротко, почти незаметно, и угол его рта снова чуть дрогнул, как будто он услышал не только слова, но и жест. Лена не спорила. Она вообще не возражала. «А никто и не предлагает?» — отозвалась она. «Обычно все начинается не с шагов, а с усталости». Слово прозвучало просто, не как обвинение брака и не как жалоба, как температуру, которую наконец-то измерили вслух. «Ну да», — Лена чуть усмехнулась, переводя взгляд то на Анну, то на Томаса. «Когда все правильно, удобно, стабильно, а внутри как будто тихо глохнет. Не от катастроф, а от того, что ничего неожиданного уже не может случиться». Томас слегка дернул плечом, будто от сквозняка, которого никто кроме него не почувствовал. Анна уловила это микродвижение. «Я не понимаю, кого в этот момент мне больше хочется защитить, его или их привычную картинку». Анна почувствовала привычное сжатие внутри, не потому что они зашли на опасную территорию, а потому что раньше в таких местах она обычно само тормозила разговор, сменяла тему, отшучивалась, уходила в «у нас все нормально». Сейчас этого импульса не было. Вместо него было другое. Страшнее казалось снова все свернуть и сделать вид, что она ничего не услышала. «Мы просто решили...» — она замялась. «Немного сменить воздух». Слова прозвучали проще, чем она ожидала. На секунду ей стало неловко от собственной откровенности, как будто она сказала что-то лишнее, а потом уловила странное облегчение. Она правда так думает, и это впервые сказано вслух. Просто оказалось честнее всех их прежних объяснений. Не про спасти брак, не про новые впечатления, а про то, что им стало тесно в прежней картинке. Макс посмотрел на нее внимательно, но без нажима, и на долю секунды перевел взгляд на Томаса, словно проверяя, насколько тот готов выдерживать эту степень честности. Самое сложное — это не придумать себе новую жизнь, а тихо признаться, что ты что-то еще вообще хочешь. Он усмехнулся, смягчая сказанное. Говорю, как человек, который сам долго делал вид, что ему ничего не надо. Слово «хотеть» отозвалось в животе легким сжатием, как будто оно было не про людей и не про постель, а вообще про что угодно живое, от желания говорить до желания молчать не из вежливости. Томас резко посмотрел на него. В этом взгляде не было угрозы, но было явное уточнение задачи. Что именно ты сейчас имеешь в виду? «Хотеть не значит делать», — отрезал он. Голос прозвучал чуть жестче, чем он, кажется, планировал. В этой фразе было больше него самого, чем абстрактной морали. Он тут же отвел взгляд и сделал еще один лишний глоток, хотя бокал был почти пуст. «Конечно», — спокойно ответил Макс. «Я вообще за то, чтобы сначала думать». Он на секунду отвел взгляд в сторону, будто прислушиваясь к чему-то своему, и вернулся глазами к ним. Сначала к Анне, потом к Томасу. В голосе по-прежнему не было нажима, но в этой мягкости появилось что-то более прицельное, как в разговоре, который неожиданно стал личным. А если представить теоретически, что в какой-то момент вам обоим захочется не только сменить воздух, но и попробовать быть вместе, и чуть-чуть не только вдвоем, не вместо вашего «мы», а на одну ночь пустить в него еще кого-то. Не тайком, а по-честному. Когда оба в курсе и оба согласны. Это для вас звучит как полный кошмар или как тема, о которой можно хотя бы когда-нибудь спокойно поговорить? Закончил он свой вопрос. Слова «на одну ночь» и «еще кого-то» будто щелкнули где-то внизу живота, складываясь в слишком конкретную картинку. Анна мгновенно увидела.
почти физически почувствовала их четверых в одной комнате. Свой стыд, свое возбуждение, руку Томаса на чужой коже, чей-то взгляд на ней самой. От этой внезапной ясности ее одновременно повело и обдало холодом. «Я не хочу этого», — автоматически сказала та ее часть, которая отвечает за порядок и приличие. Другая, более тихая, уже шептала: «А если представить, хоть на секунду, как это было бы для меня?» И от того факта, что она допускает это «если», стало по-настоящему страшно. Томас чуть сжал пальцы на стакане. По лицу еще можно было притвориться, что он воспринял вопрос как абстрактную теорию, но Анна знала этот взгляд в сторону. Он точно так же смотрел на рискованное решение в проекте, которое его пугало именно потому, что оно рабочее. Никто не ответил вслух. Не потому, что не поняли, а потому что слишком хорошо поняли, о чем их только что спросили. Музыка послушно заполнила паузу, давая им возможность спрятаться за звуком. За окном медленно проплывала темнота с редкими отцветами света на волнах. Анна смотрела в стекло, там отражались их лица. Ее, Томаса, Лены, Макса с наложением на черную толщу моря. Она попыталась представить, как выглядел бы этот ветер глазами того самого строгого зрителя, который все видит через решетку правил. Чужие люди, бар, алкоголь, разговоры про усталость и желание. И в то же время внутри отчетливо ощущала, ничего запретного еще не происходит. Никто никого не трогает, никто не зовет никуда. Они просто сидят и признаются себе, что живы. Ясной формулы не было и решения, было только ощущение, что страх, который она носила в себе все эти месяцы, на самом деле не про «я могу кого-то предать», а про то, что ей придется выйти за пределы роли надежного элемента системы и столкнуться с собственным «хочу». И еще про то, что кто-то, особенно Томас, может это в ней увидеть. Она посмотрела на него. Он сидел напротив, сосредоточенный, замкнутый, как всегда, когда мир становился сложнее его схем. Но в его взгляде не было злости, только напряженное ожидание, будто он стоял перед дверью, не зная, заперта ли она, и что будет, если ее открыть. И еще тень интереса к Максу, который вдруг оказался человеком, задающим вопросы, на которые он сам давно не смотрел. Анна почувствовала, как поднимается другая, более старая реплика. «Мы не такие, мы не из этих». Та самая защитная формула, которой принято отмахиваться от всего, что не укладывается в привычные рамки. И ей вдруг стало от нее филически тесно, как от слишком тугой рубашки. «Мы не обязаны решать все сегодня», — произнесла она тихо, больше глядя в край стола, чем на кого-то конкретно. Правда? Это был вопрос, но и просьба одновременно. Не превращать этот вечер в голосование за и против новой жизни, не делать из него суд. Томас медленно кивнул. Нет, не обязаны. И впервые за долгое время это прозвучало не как отсрочка, а как разрешение. Можно пока просто сидеть в баре, а не подводить итог. Макс чуть опустил взгляд, словно признавая это решение. Он нащупал ниточку, но не потянул. Пока. Лена перевела разговор в сторону, спросила Макса о какой-то его работе. Пошутила про туристов, которые фотографируют каждый стул. «Я видела женщину, которая снимала на видео лестницу», — вспомнила она. «Думаю, она потом будет пересматривать и плакать». «Это будет мой новый проект», — отозвался Макс. «Лестницы, которые мы потеряли». Они тихо засмеялись. Смех не снимал напряжения, но добавлял в него воздуха. Они допили, не задерживались. Никто никого не тянул дальше, не предлагал продолжить у кого-то в каюте. Все осталось на уровне слов, пауз и взглядов. Когда они шли по коридору к своей каюте,
Анна шла на полшага впереди. Узкий ковролин, одинаковые двери, приглушенный свет. Где-то дальше по коридору кто-то смеялся. Смех отразился от стен и быстро стих. Она почувствовала, что внутри стало тесно старым правилам, как одежде, из которой вырос, но все еще носишь, потому что так правильно. Никаких решений еще не было. Ничего не произошло, но сама мысль о том, что хотеть не преступление, уже не умещалась в прежнюю тишину. В каюте было полутемно. Томас закрыл за ними дверь, на секунду прислонился к ней спиной, как будто прислушиваясь к коридору. Анна стояла у иллюминатора, не зажигая свет. «Если мы снова всего испугаемся, ничего не случится. И это, возможно, будет хуже любого случиться». Она не сказала этого вслух. Просто осталась стоять, чувствуя, как внутри, под кожей, медленно просыпается что-то, у чего пока еще нет ни названия, ни формы, ни правил.